Полно, ребята, сегодня у нас видео в развлекательном формате. Мы поговорим о трех главных плюсах губной гармошки в сравнении с другими музыкальными инструментами и о вытекающих из них минусах. Тоже трех. Поднять паруса, мы начинаем. Заполучить гармошку можно несколькими путями. Например, купить ее. Посмотрев на ценник, окажется, что гармошка стоит дешевле многих других духовых и не только духовых музыкальных инструментов. Так что первый плюс – это дешевизна. Конечно, есть гармоники, которые стоят десятки, а то и сотни тысяч рублей, но если брать наиболее распространенную 10-дырочную диатонику, то получится относительно дешево. Вот только чтобы эффективно играть музыку, одного инструмента зачастую недостаточно. Понадобятся гармошки в различных ключах, обычно 5 или 7 штук, но может быть как меньше, так и сильно больше. Давайте предположим, что 5 штук будет достаточно. Выходит, ценник нужно умножить на 5. Уже не так дешево выходит, но это еще не все. Представьте, что прямо во время выступления у гармошки забилось одно отверстие. И это бывает довольно-таки нередко. Не будете же вы останавливать концерт, чтобы разобрать инструмент. А значит, в идеале нужна запасная гармошка. Запасная гармошка для каждой из 5 гармошек, что у нас уже есть. Таким образом, ценник умножаем еще на 2. Уже как-то не совсем бюджетно получается. А ведь еще вам может понадобиться метроном, комбик, педали эффектов. Но до этого мы еще доберемся. Предположим, что вы все-таки приобрели гармошки. На что вы обратите внимание в первую очередь? Правильно, на внешний вид инструмента, а точнее на его размеры. Гармошка – это компактный инструмент, это карманный инструмент. И это второй главный ее плюс – компактность. Конечно, есть гармоники, которые в карман не влезут, но в массе своей это маленький музыкальный инструмент, когда он один. Однако вспоминаем, что нам нужно 10 гармошек, 5 основных и 5 запасных. И карманов может уже не хватить. Ладно, не проблема. Закидываем гармошки в рюкзак и ни в чем себе не отказываем. Пока дело не дойдет до аксессуаров, по крайней мере. Холдер, инструменты для обслуживания, микрофон, комбик, провода. И рюкзака уже может не хватить одного. Хорошо, вам оно, конечно, может и не нужно, может вам хватит одной гармошки, но это только пока вы не выступаете, не играете разнообразно или не обязательно разнообразный материал. Давайте представим, что вы все-таки используете гармонику не только для занятий дома, а значит, что из перечисленного что-то вам понадобится, а может быть даже и больше. Педали, процессор, список можно продолжать. Выходит, что этот инструмент не такой уж и маленький. Кстати, где же он? Вот еще может потеряться, ведь это не что-то большое, цельное, а большое и при этом состоящее из разных небольших элементов. И ценник при этом умножается еще на 2 минимум. Но давайте поговорим, наверное, о главной ценности любого музыкального инструмента – звук. И как ни странно, звук – это еще одна фишка губной гармошки, потому что инструмент маленький, но при этом выдает в основной своей массе 3 октавы. У гитары 3,5-4, у укулеле 2-2,5, а у гармошки целых 3. С таким диапазоном можно сыграть практически любое музыкальное произведение. Это весьма прилично. Правда, это 3 диатонические октавы. Да, есть хроматические гармошки, но они зачастую больше, стоят дороже, имеют более сложную конструкцию, встречаются реже, сложнее в эксплуатации. Ладно, предположим, вы хорошо освоили бенды, овербенды и вовсю играете хроматизмы. Основная проблема не в этом, а в тембре. Более плоском, зачастую более бедном на обертоны, чем на других духовых музыкальных инструментах. Да, когда вы играете сольно, этого может быть не особо слышно, но когда вы играете в ансамбле, например, с трубой или с саксофоном, это будет заметно.
Связано это как раз таки с размерами гармошки. Инструмент маленький, а значит резонаторная камера у него, где формируется основное звучание, тоже маленькая. Значит и звук такой как бы маленький. Это можно компенсировать с помощью техник, эффектного использования диафрагмального дыхания и так далее. Но, скорее всего, вам понадобится усиление. А это минус выгодный ценник и минус компактность инструмента, а точнее всего набора инструментов и их аксессуаров. Выходит, что главные плюсы губной гармоники не такие уж и плюсы. Но это все, как говорится, лирика. Если вам нравится этот инструмент, то вы будете играть на нем несмотря ни на что. Повторюсь, видео носит по большей степени развлекательный характер. И что ни говори, а гармошка инструмент классный, инструмент с историей. Поэтому давайте просто играть на нем. И давайте не забывать учиться играть на нем. И в этом плане я могу вам помочь. Я даю уроки игры на хроматической губной гармонике. Играю я на гармошке больше 5 лет, занимаюсь музыкой почти 15 лет. У меня есть как знания по теории музыки, так и практические умения, опыт выступления, опыт звукозаписи, познавательные видео, которые вы можете лицезреть на этом YouTube канале. Вы можете также послушать мой музыкальный альбом. Он как раз таки появился на всевозможных музыкальных площадках. Ссылки в описании. Там очень много гармошки и не только. Так что если вы хотите научиться играть на этом инструменте, то все контакты будут в описании. Курс только для взрослых. Я считаю, что обучать детей это очень большая ответственность, которая предполагает не только наличие знания предмета, но и педагогических навыков. И вообще учитель в школе, на мой взгляд, это одна из ответственнейших профессий в жизни, наряду с врачами и так далее. Обратите внимание, что обучаю я именно на хроматической губной гармонике. Это вот такая с кнопкой гармошка. Уроки только онлайн. Skype, Teams, что угодно. Посмотрите. Все есть в описании. И что немаловажно, первый урок бесплатно. Поэтому спешите. Будем познавать гармошку вместе. А на этом я с вами прощаюсь. Опустить паруса. Хорошего дня. Пока.